Друзья, всем привет! Сегодня мы пойдем в PvP режим 10 каток, как обычно, и проведем их Бонни. Интересный персонаж, мне понравилось с ним играть, так что если он у вас есть, я вам советую. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, это будет помогать продвижению ролика, а также увеличению нашего комьюнити. Итак, ребят, смотрите, Бонни у меня всего-навсего 65 уровня, и у нее всего лишь 3 звездочки. Я ее еще не прокачивал, но я уверен, что в скором времени я буду ее прокачивать и играть ей дальше. У меня есть скин ее. Ну что ж, в принципе, вы можете посмотреть, каким луком я пошел, и давайте не затягивать, приступать к первой катке. Катки будут довольно-таки сегодня интересные. Да, они не в попад, но очень с разными противниками. Итак, первый противник это Бонни, довольно-таки сильная, но у меня не очень хорошие скиллы, ребят. Тем не менее, я появляюсь с левой стороны, что есть очень хорошо, и есть шанс, что у меня клонов будет больше. Мне еще и показывают большой палец вверх, типа, ну давай попробуем, что это будет. Итак, у меня первый клон пошел, друзья, а у моего противника, к счастью, нет. И как только я это сказал, сразу у него тоже появляются клоны. Он, в принципе, умно играет, он прячется от меня. У меня клонов больше, он это видит. Но, ребят, я думаю, что да. Это первая победа. Очень серьезный противник на самом деле. У меня еще одна катка с ним была. И если я не ошибаюсь, вот она и вторая. Здесь скиллы также не сильно хорошие у меня, но берем, что можем взять, самое лучшее на этот вариант. Посмотрим, что у него есть, и если у него немножко будет лучше скиллы, то есть вероятность проигрыша. Обратно, он прячется, он умный игрок на самом деле, да, эта тактика работает, я попасть в него не могу, и первый клон появляется у него, затем мой клон. Но, ребят, смотрите, тут довольно-таки интересная катка. Он действительно очень хорошо играет, прячется, и по хп пока он меня выигрывает. И мои клоны, самое плохое, что не попадают в него. Так, напряженная катка, и я думаю, что эта катка может, да, ребят, заканчивается для меня поражением. Это тот же игрок, который был хороший игрок. Если ты меня смотришь, тебе большой палец вверх, потому что ты действительно очень годно играешь. Так, давайте смотреть. Следующий противник это Лина. Вы знаете все, что я Лина играл долгий период времени, но сейчас я по большей степени играю Бонни. Хочу затестировать ее, ну и, соответственно, показать вам, чтобы вы понимали, кто лучше, что лучше и как. Итак, Лина это тоже такой же самый, в принципе, игрок, как и Бонни, только вот у нее клоны как-то реже появляются, и учитывая, что у Бонни на 3-й звезде есть шанс призвать 2 клонов, это может сыграть с ним злую шутку. Итак, да, ребят, смотрите, у него 0 клонов, это Лина, вы представьте себе, у меня там 5 было, и это еще одна победа. Двигаемся дальше, следующий противник это кто у нас будет? Это Райан. И причем, смотрите, самое интересное, что Райан с посохом. Это та мета, которая еще была, ну, наверное, месяца 3 назад актуальна, как никогда. Сейчас это уже не так актуально, и посмотрим, что это получится. Хотя противник, смотрите, умный, он уворачивается от моих снарядов. И вот он меня, в принципе, зажимает. Моя главная задача это побольше выпустить снарядов, соответственно, попасть в него, и чтобы у меня было больше клонов. Ну и уворачиваться от посоха не так уж и сложно, так что я думаю, что эта катка должна закончиться победой, хотя она будет длинной и такой изнурительной. Так, ребят, у него хп уже становится меньше, он пока в меня не может нормально толком попасть. И вот этот мув был, наверное, самый лучший. Смотрите, кучу клонов, и он ничего не может сделать. Отлично, еще одна победа. Двигаемся дальше, посмотрим, кто у нас следующий противник будет. Ребят, это вообще ад просто. Я, когда вижу Анира, думаю, да, все, я буду выигрывать, но я вам так скажу, противник тоже довольно-таки сильный. Анир вообще сам по себе очень интересный персонаж. У меня здесь очень хорошие скиллы. С помощью этих скиллов просто у противника нет шансов. Это еще одна победа в нашу копилочку. Ну что ж, давайте двигаться дальше и посмотрим, какой противник у нас попадается следующий. Так, это будет, друзья, Бонни. И Бонни, причем практически такая же, как я. Очень хорошо, что у меня попадается кровожадность. Обязательно берем хп. Ну и давайте метеорит. Вдруг он где-то будет прятаться, и это поможет нам выиграть. Итак,
я уверен на 100%, что противник довольно-таки умный и хорошо играет. Но клонов у меня сразу больше. И смотрите, клон на клоне появляется, хотя он тоже меня хорошо щимит, но я думаю, что все-таки это будет победа. Давай еще одну тычку просто попасть, и все, друзья. Да, это победа, хотя он меня добивает, и я знаю этого человека, он очень хорошо играет. Мне действительно, возможно, и повезло, что я выиграл. Следующий противник, который нам попадается, друзья, это еще раз Райан. По скиллам плюс-минус все хорошо. Карлик, обязательно меч и обязательно метеорит, если на тот случай, если он будет прятаться. Итак, посмотрим. Все зависит от клонов. И, ребят, вот смотрите, это очень плохо, что у Райана с посохом есть рикошет от стены, потому что это очень может больно. Мне надо постоянно двигаться и побольше выпускать снарядов, чтобы получалось еще больше клонов. Ну, пока, в принципе, все хорошо проходит. У меня 34 тысячи хп, я снес ему первую, и я думаю, что мои клоны его сейчас добьют. Надо просто будет убегать. Да, ребят, добиваю, так что вот вы сами смотрите, как я играю, да, и можете сделать собственный вывод, что Бонни очень и очень сильный герой. Итак, смотрите, вот показательная катка будет против нас Лина. Лина в костюме, у нее 65 тысяч хп, у меня 70. И сейчас посмотрим, как вот по клонам будет. Вот у меня первый клон пошел, а у Лины клонов нет. Хотя Лина намного сильнее персонаж, чем Бонни. Я уверен, что у него нету столько звезд, как у меня. И по демагу Лина посильнее будет. Но, видите, у меня клоны идут, а у нее клонов нет. И вот это самое большое преимущество, которое есть у Бонни. Еще одна тычка, в принципе, я ее добиваю. И да, ребят, вот я ее только-только добил, и у нее появляется клон. Капец, вот это вот непруха на самом деле. Следующий противник это Бонни. Скиллы у нас, в принципе, более чем достойные. 2 раза мы повышаем хп, плюс двойная стрела вперед. И таким образом у меня получается под 80 тысяч хп, у противника 60. Так, ну... Главное здесь не проиграть. И смотрите, самое интересное, что это Бонни с арбалетом, друзья. Ну, такое реально очень редко встречается. Но я думаю, что здесь, в принципе, без вариантов. Быстренькая победа. Хотя довольно-таки сильно она меня сносит, но без шансов. Без шансов. Еще одна победа. Крутая была катка, на самом деле. Я не думал, что можно сейчас встретить кого-то с арбалетом. Так, следующая катка у нас, друзья, против тоже Лины. И по скиллам, в принципе, кровожадность. Ну, что может быть лучше? Пылающий удар, конечно, и упругие стены. Сейчас ей будет тоже очень сложно против меня играть. И я думаю, что это будет, друзья, победа. Так, ну, пока, видите, я попадаю в нее, но клонов нет. И вот он первый пошел, второй, третий, а у нее только один. Вот представляете, вы покупаете донатовского героя, а по факту у него клонов очень мало. И я просто тупо убегаю, и мои клоны добивают ее. И это еще одна победа. И, ребят, на сегодня будет последний бой. Он действительно очень показательный, потому что вот смотрите, как долго грузит противника. Я не знаю, почему так долго, либо действительно у него что-то с интернетом, либо он что-то подкручивает, но смотрите, это тень. У меня, в принципе, скиллы более или менее неплохие. И дальше та же самая история. Я уже забегаю практически, ну, чтобы войти в ПВП. Он подбегает, тупо останавливается и не заходит. И нам приходится ждать вот эти 10 секунд. Ну, на самом деле, не знаю, мне кажется, что это какая-то подкрутка, потому что, ну, как бы, это очень странно, что ты уже подбежал и до сих пор грузит. Вот смотрите, и сейчас начинает грузить. Ну, давайте проведем катку, посмотрим. Не знаю, что у него, и вот он начинает лагать. Смотрите, у меня клоны, в принципе, появляются, они ее демажат по 1700, по 2000, но по большей степени у нее не отнимается хп. Ну, не знаю, да, мне кажется, что это все-таки какая-то накрутка была или что-то в этом роде, какие-то читы непонятные, потому что, ну, я по ней демажу, демаг практически не проходит, она бегает, очень долго прогружалась, но я делаю на это вскидку. Итак, друзья, вы посмотрели, как я играю Бонни, вы можете посмотреть, что Бонни на самом деле является одним из самых топовых персонажей для PvP режима. Я дальше буду тоже продолжать ей играть и еще не раз вас радовать 10 катками в PvP. Всем спасибо и до скорых встреч, пока-пока.